Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Ubisoft сейчас переживает не лучшие времена. Акции проседают, новых бенгеров нет, а перенос Assassin's Creed Shadows на февраль 2025 кажется, поставил компанию в еще более неловкое положение. Мало того, что этот месяц заполнен крупными релизами, так в том же году должна выйти Ghost of Yotei от Sucker Punch. Однако Ubisoft такое соседство, на удивление, не тревожит. У Shadows и Ghost of Yotei достаточно общего. Обе являются приключенческими экшенами в открытом мире, а их сюжет разворачивается в сеттинге феодальной Японии. Однако схожесть не должна стать помехой, считает глава Ubisoft Ив Геймо. Говорит, для высококачественных игр предостаточно места, а эти две могут хорошо продаться. Руководитель подчеркнул, что отличительной чертой Assassin's Creed Shadows является наличие двух играбельных протагонистов. В Ghost of Yotei же только одна главная героиня. То есть, чем больше главных героев, тем больше шансов на успех. Логика железная, ничего не скажешь. Актуальная дата релиза Assassin's Creed Shadows 14 февраля. Выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с русскими субтитрами. Авторы The Day Before вернулись. И не абы куда, а сразу на Kickstarter. Ладно, смелая Ubisoft опускается на второе место, есть ребята более уверенные в себе. В краудфандинговой кампании студия Fantastic хочет собрать около $20 тысяч на свой новый кооперативный проект Escape Factory. На момент подготовки инфакта команде скинули уже $2244. К объявлению о возрождении представители Fantastic приложили план по созданию Fantastic 2.0, которая будет работать открыто, честно и профессионально. Студия сменила логотип и провозгласила миссию — создавать игры, которые будут любимы десятилетиями. Более конкретной информации в документе нет. $20 тысяч — это минимальная планка сбора, если что. Есть еще и дополнительные цели. Они расписаны вплоть до $700 тысяч. Пока же студия выпустила в Steam демо-версию. Пока AAA-выживач с кодовым названием Project Odyssey разрабатывался в недрах Blizzard, процессом руководил Дэн Хей. Ранее он трудился над серией Far Cry в течение 10 лет. Project Odyssey приказал долго жить, но без работы Хей не остался. Он занимается шутером по StarCraft. Если верить репортеру Bloomberg Джейсону Шрайеру. Об этом журналист рассказал в своей книге Play Nice: The Rise, Fall and Future of Blizzard Entertainment. Напомню, что Blizzard уже работала над шутером StarCraft Ghost, но его отменили. Также в производстве находился похожий тайтл с кодовым названием Ares, но до релиза он тоже не добрался. И вот происходит очередная попытка создать шутер по StarCraft. Если верить Шрайеру, большая часть разработчиков Ghost и Ares была уволена, а горсть оставшихся стала корпеть над игрой под руководством Хэя. На момент написания Play Nice проект находился на очень ранней стадии. Во время обсуждения книги на подкасте IGN журналист уточнил, что игру уже могли и отменить, а после подытожил разговор так: насколько мне известно, тайтл в разработке. Или, по крайней мере, на момент написания этой книги он находился в разработке. То есть, да, они трудятся над шутером по StarCraft. В Blizzard помнят о франшизе. Есть у меня ощущение, что эта весть попадет во многие заголовки. Но цель книги — не перечислить кучу сенсаций. Она скорее в том, чтобы рассказать историю и сосредоточиться на том, что уже произошло. Конец цитаты. Авторы Alan Wake и Control хотят заключить сделку с конгломератом Tencent. Remedy возьмет конвертируемый займ в размере 15 миллионов евро. В долларах это чуть меньше 17 лямов. Кредит должно одобрить собрание акционеров финской студии 24 октября. Деньги нужны на издательскую деятельность. Сумму нельзя назвать астрономической. Например, бюджет Alan Wake 2, по данным СМИ, составляет порядка 70 миллионов. Важна тут не сама сумма, а механизм погашения долга. Конвертируемый займ дает право Tencent получить новые акции Remedy вместо долга. Сейчас китайский холдинг владеет 14% акций Remedy, а новый займ позволит увеличить эту долю еще на почти 6%. Генеральный директор финской студии Terra Virtala объяснил, что компания идет на этот шаг, чтобы самостоятельно издавать собственные игры. Последние проекты Remedy выходили под крылом 505 Games и Epic Games. Следующие игры финны выпустят сами. Сейчас Remedy работает над ремейками Max Payne 1 и 2, Control 2 и онлайн-шутером Condor. Concord — не самое удачное название для шутера, конечно.
После анонса ремастера Horizon Zero Dawn Sony совершила невероятно хитрый маневр. Она взяла и подняла стоимость полного издания до $40. Было 20, если что. Причиной тому, скорее всего, послужил механизм апгрейда старой версии до обновленной. Обладатели оригинальной Horizon Zero Dawn на PlayStation 5 и ПК смогут апгрейднуться до ремастера, доплатив $10. Новой же аудитории придется покупать игру за полную стоимость в 50. При помощи повышения цены на оригинал Sony решает проблему с желающими получить ремастер по сниженному тарифу. К этому прибавляется и тот факт, что с мая Horizon Zero Dawn нельзя забрать по подписке PS Plus. Еще с момента анонса игроки были не в восторге от самой идеи существования ремастера настолько современной игры, в то время как старые эксклюзивы Sony все еще томятся на PlayStation 3. Многие также отмечают, что под видом ремастера компания, по сути, продает патч. Horizon Zero Dawn Remastered выйдет 31 октября на ПК и PlayStation 5. В NVIDIA Eldorado открылся предзаказ PlayStation 5 Pro. Вот только стоимость консоли стала для многих сюрпризом. Ценник в 130 тысяч рублей мало кого устроил. Представители NVIDIA постарались объяснить, с чем связана такая высокая цена. Как гласит послание компании, на стоимость PS5 Pro влияют сразу несколько факторов, вроде налогообложения и дефицита товара. Вот что они написали. Раньше в РФ было представительство PlayStation. Это значило официальные поставки, прямой договор с Sony, стабильные цены отгрузок, промо-поддержка со стороны Sony. Поэтому ценообразование не сильно отличалось с мировым по курсу доллара. Сейчас же мы не можем купить товар официально. Покупаем у зарубежных поставщиков по тем ценам, которые регулируются Sony. Разумеется, на это накладываются дополнительные факторы: спроса, дефицита, курса доллара. Для официального ввоза в РФ мы должны заплатить НДС 20%, пошлину 10%. И это сверх цен от поставщика. Мы надеемся, что по мере увеличения доступности товара на рынке поставщиков цена будет снижаться. Конец сообщения. Вроде все логично, но в других магазинах предзаказать прошку предлагают за 100 тысяч рублей или даже дешевле. Когда в комментариях пользователи упомянули про это, представители NVIDIA ушли от ответа. Напомню, официальный старт продаж PlayStation 5 Pro намечен на 7 ноября. Сама Sony отпускает консоли за $700 или 800 евро. А мы на stopgame.ru отпускаем наши материалы совершенно бесплатно. Ну, разве что лайк попросим за работу. Из свеженького на сайте вас ждут. Новый выпуск рефанда от Яна и Фена про белку с пистолетом и другие странные игры, превью обалденной метафоры Рефантазио от Алексея Лихачева, мой видеообзор странный Frostpunk 2 и подборка самых интересных релизов октября от Степана Пескова. Не забудьте оценить видео и хорошего вам понедельника. Пока!